Всем привет! Если вы с нами, значит музыка для вас это, не просто фон, а что-то большее. Точно, и наверняка было такое. Хочется вот всю сцену, каждую ноту, каждый вздох услышать. А тут MP3, FLAC, WAV, AIFA, AEC, DSD, просто голова кругом. Да уж, этих аббревиатур хватает. И какой мне формат выбрать-то? Чтобы и звук был классный, и на телефоне место не кончилось после пары альбомов. Вот сегодня мы как раз и попробуем привести такой подробный разбор этой темы. Задача такая — превратить этот хаос форматов в понятную карту. Не просто перечислить, а понять, почему так, где плюсы, где минусы, безо всяких мифов и прочей мистики. Да, разобраться в логике. Надеемся, к концу разговора станет понятнее, как выбирать то, что нужно именно вам. Ну что, погружаемся в мир нулей и единиц? Давайте. И это, кстати, важно, потому что за этими названиями MP3, FLAC стоят технологии. И они напрямую влияют на то, что мы слышим в итоге. С вами Audio Insights, или глубокий взгляд на аудио изнутри индустрии от Юрия Корзунова, разработчика программы оптимизации аудиофайлов для Hi-Fi и High-End систем AI-конвертеры. И не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы мы могли раскрывать еще больше таких секретов. Информация в этом ролике максимально сжата, поэтому смотрите до самого конца, чтобы узнать все важные детали. А теперь поехали! Итак, MP3 или FLAC – не просто буквы. Конечно. И прежде чем решать, какой аудиоформат самый лучший, надо бы понять основы. Что такое кодек, сжатие, почему их вообще столько? Универсального ответа-то нет. А что есть? Есть понимание, которое поможет уже осознанно выбирать форматы под свои задачи или под свое железо. Отлично. Вот с основ тогда и начнем. Кодек и формат. Все довольно просто. Звук — это как бы последовательность давлений воздуха на ухо разной силы. Цифрами можно обозначить. Каково давление в каждый момент. 1, 0, 4, 0, 1, 2, 3. Цифровое представление. А кодек — это инструмент, который эту последовательность обрабатывает, упаковывает сначала в компьютерный файл, а потом содержимое файла уже можно записать на оптический диск или передать по сети при аудиостриминге. И при сетевой отправке перепаковать в другой формат. И прямо перед цифроаналоговым преобразователем увеличить разрешение аудио, чтобы попробовать, скажем так, раскрыть звук ЦАП. Если он восприимчив к этому, конечно. Да, кодек — это алгоритм, программа перепаковки, но без смены разрешения аудио. Он меняет размер данных или их порядок расположения внутри файла или аудиопотока. У кодека есть две части. Кодер — он берет исходник, сжимает, как-то оптимизирует. И декодер он при воспроизведении распаковывает обратно. Ага. Кодек — это и есть сокращенно кодер, декодер. А формат, или вернее расширение имени файла, там .wav, .mp3, .flag — это уже контейнер, где эти данные лежат, вместе с метаданными, обложки, там название песни исполнителя. Понятно. И вот тут сразу важное разделение, как кодек упаковывает. Есть два главных пути. Сжатие без потерь — это lossless. И сжатие с потерями — lossy. Lossless и lossy. Вот это, видимо, ключевой момент. А в чем разница-то принципиальная? Принципиальное вот в чем. Lossless кодеки, они как архиваторы, как zip для документов. Например, находят какие-то повторы в данных, присваивают им некое значение, упаковывают компактнее, вместо повторяющегося блока данных сохраняют его номер, а не сами данные. Действительно компактнее получается. А потом? А при распаковке получается абсолютно точная бит-в-бит копия оригинала. Вместо номера блока подставляют данные. Ничего не теряется. Вот пример.
Если в тексте периодически встречается слово «аудио» из 5 символов, lossless кодек может заменить на символ 1. И везде, где слово «аудио» вставляет вместо 5 символов 1 символ. Место экономит, а информация та же. Ясно. А лоси-кодеки? Лоси-кодеки, они по-другому работают. Их цель – максимально файл уменьшить. И для этого они звук анализируют и выбрасывают часть информации. То, которую считают, менее важной для слуха. Например, все малозаметные звуки с уровнем ниже 80 дБ можно заменить на тишину, на нули. А потом вместо последовательно идущих 120 нулей написать код 120-0. Здесь можно сократить размер аудиоданных сильнее. Выбрасывают навсегда? Да, это необратимо. Что ушло, то ушло. Понятно. То есть lossless — это качество оригинала, а lossy — это компромисс ради размера файла. Но ведь есть еще и не сжатые. WAV, IF, DSF, DFF, те, которые DSD, Direct Stream Digital. Да, это третья категория. Lossless – сжатые по качеству равны не сжатым. То есть и там качество 100%? 100%. Но не сжатые файлы получаются очень большие. Их обычно в студиях используют при создании музыки, при монтаже, где важно иметь прямой доступ к данным, без дополнительной распаковки. Так проще. А флаг, он же lossless. FLAC — это как раз классический lossless сжатый формат. Хотя чисто технически он и не сжатые данные хранить может, uncompressed FLAC. Часть меломанов считает, что он звучит лучше и сохраняет метаданные. Подробнее мы разбирали этот вопрос в видео по ссылке в описании. Столько всего, а зачем? Зачем столько форматов? Одного-двух не хватило бы. Хороший вопрос. Есть несколько причин. Во-первых, конечно, погоня за качеством. Для тех, кому это прямо супер важно. Аудиофилы, меломаны, музыкальные продюсеры. Да. Во-вторых, экономия места. Это для телефонов, плееров. Экономия сетевого трафика для стриминга. Очень актуально. В-третьих, метаданные. Обложки, названия, тексты песен. Не все форматы это одинаково хорошо умеют. Вот оно что. И в-четвертых, совместимость. Разные устройства, разный софт, патентные ограничения. Исторически так сложилось, что производители поддерживали разные форматы аудио. Вот и получился такой зоопарк. Да уж, зоопарк тот еще. Ладно, с основами вроде ясно. Давай теперь по конкретным форматам пройдемся. Сначала те, где качество главное, lossless. Вот WAV и AIFF. Это такие динозавры аудиомира? В каком-то смысле да. WAV — это стандарт для Windows, для PCM звука. AIFF — это его аналог от Apple. Оба обычно не сжатые, плюс универсальность в работе со звуком в редактировании. Очень гибкая внутренняя структура. А минусы? Минусы — размер файла огромный, и вот с метаданными не всегда гладко. Особенно у WAV, да, у AIFF, впрочем, тоже. Юрий Корзунов рассказывал, что поначалу часто получал от людей, работающих с его аудиоконвертером AUE-конвертер, обратную связь по WAV и AIF, о том, как разные устройства и программы их интерпретируют по-разному. Он дорабатывал AUE-конвертер, например, добавлял опции в настройках, регулирующие структуру WAV. Зачем? Там же все стандартно. Теоретически стандартно, но практически проблемы встречаются. Там же разные алгоритмы обработки WAV, многие пишут свои. Не так, как FLAC, одна общая библиотека. Эти опции конвертации WAV в настройках AUE-конвертер обеспечивают совместимость с разными устройствами и программами. А ведь есть еще и ограничение 4 гигабайта на файл WAV. Не всякий high-res аудиофайл можно сохранить в WAV.
Это в аудиоиндустрии обошли с помощью RF64. Можете посмотреть видео по ссылке в описании. Формат AIFF. Он также ограничен по размеру, как и WAV. Да, AIFF в мире Apple хорошо обрабатывался iTunes. Теперь Apple Music. Они его любят. Метаданные хорошо поддерживают. Расширение AIFF и AIF. Но будь осторожен. Если под Mac вставить компакт-диск, то ты увидишь в проводнике Finder на диске знакомый AIFF. Их можно скопировать как файлы. То есть CD-рипер не нужен. Здорово. Не торопись, не все так просто. Юрий Корзунов говорит, что поначалу тоже сильно обрадовался и сделал именно так в AUI конвертер под Mac. Но несколько позже выяснилось, что такое копирование может пройти успешно, несмотря на возникшие ошибки. И ты о них можешь не узнать. Хотя в Mac, в общем-то, есть и опция контроля ошибок CD-риппинга. Юрий поначалу не собирался углубляться в риперы. Под Windows AUI Converter использовал утилиту командной строки, которая имела контроль ошибок. Для начала сделать все как можно проще, чтобы быстрее дать людям новые возможности при использовании программы. Да, но изучив тему риппинга поглубже, Юрий сделал свой алгоритм для выполнения аккуратного, надежного копирования. Этот алгоритм извлекает аудиоданные на более глубоком уровне, чем копирование в Finder, учитывает ошибки привода и сам детектирует ошибки в полученных аудиоданных, анализирует статистику чтения трека. Алгоритм назвали SafeR. Сначала он был сделан только под Mac. Юрий вообще не любитель отдавать контроль над такими важными вещами, как ошибки CD-риппинга на Storm. Позже перенес этот алгоритм и под Windows. Убрал внешнюю утилиту. Разработка собственного алгоритма также позволила реализовать механизм восстановления поврежденных аудиоданных при копировании файлов с CD, что повышает надежность процесса. Данные восстанавливаются гарантированно? Такие гарантии никто дать не сможет. Также в заключение стоит упомянуть, что и Wave, и FLAC, и AIF могут содержать DOP DSD поток, но это уже экзотика. Так, значит, если я не звукорежиссер, а просто хочу слушать в лучшем качестве, но не забивать весь диск сразу, то WAV и AIFF не мой вариант. Именно. И вот тут как раз появляются форматы сжатия без потерь. Самый известный — FLAC – Free Lossless Audio Codec. Вот про него все говорят. Он делает ровно то, о чем мы говорили – сжимает звук без потерь. Размер файла меньше получается, чем у WAV и AIFF, процентов на 30-40. Ого, это уже серьезно. Да, при этом FLAC отлично с метадалдами дружит. Он открытый, бесплатный и поддерживается кучей всего. Кроме, может быть, родной поддержки в Apple. Вот оно как. А какое там качество, разрешение? FLAC тянет до 32 бит 384 кГц, если музыкальное приложение на компьютере или смартфоне умеет с этим работать. Этого для High-Res Audio за глаза. А что делать Apple-водам, которые хотят lossless, но без вот этих конвертаций в сторонних плееров? А для них есть ALAC – Apple Lossless Audio Codec. Это Apple'овский собственный формат для сжатия без потерь. То есть аналог FLAC. По сути, да. По качеству звука идентично FLAC или любому другому lossless. Сжимает, возможно, чуть хуже. Разница несущественная. Обычно 2-5%. Зависит от разных факторов. Файлы могут быть немного больше, чем у FLAC, но зато полная интеграция в iTunes Music на всех айфонах, айпадах, маках. Или, если место на диске позволяет, можно конвертировать в AIFF. Метаданные поддерживаются, но есть ограничения по размеру. Есть еще Apple'овский формат CAF для больших файлов. Расширение UELAC какое? Часто .m4a, такое же, как у AAC, кстати. Их иногда путают, но внутри все совершенно разное. Так, значит, подведем итог по lossless. WAV, AIF – не сжатые гиганты для профи или архивов.
FLAC универсальный для качества и экономии места, если ты не в экосистеме Apple Software. ALAC — то же самое, но для Apple, а звук у FLAC ELAC, WAV AAF будет одинаковый. Абсолютно одинаковый, если исходник один. Математически, после распаковки данные идентичны. Выбор тут — это вопрос совместимости и, может, чуть-чуть разница в размере. Еще есть lossless форматы, такие как APE, Wave Pack, один из видов VMA, но они реже встречаются. А про CD-аудио что скажете? CD-аудио, он, по сути, то же самое, что и WAV 16 бит 44,1 кГц, только вот под Windows файлы .cda с диска копировать бесполезно. Это просто ссылки. Нужна программа риппинга обязательно. Например, AUI. Конвертер может не только прочитать треки с CD и покажет ошибки, если они найдены, но и попытается восстановить поврежденные данные. Это важно особенно для редких компакт-дисков. Про риппинг под macOS мы уже поговорили. Ясно. Ладно, с теми, что по высокого качества, разобрались. Но что делать, если место на телефоне в обрез, а музыке хочется вагон? Переходим к Lossy, к MP3 и AAC. Да, это самые популярные Lossy форматы. MP3 — это вообще ветеран, он революцию сделал в свое время. А AAC поновее и заявлен как более эффективный. Эффективнее? В каком смысле? В том смысле, что при одинаковом битрейте AAC должен дать звук получше, чем MP3. Ну и другие есть: WMA Lossy от Microsoft, OGG Vorbis. Но MP3 и AAC — лидеры. Их цель — сжать файл очень сильно, иногда раз в 10 или даже больше по сравнению с WAV. И тут главное слово битрейт. Так, советуют 256 килобит в секунду или выше для MP3 и AAC. Именно. Битрейт — килобиты в секунду. Сколько аудиоданных на 1 секунду звука. Чем выше, тем больше деталей, ближе к оригиналу, но и файл больше. А 128 килобит в секунду раньше же популярно было. 128 — это совсем уж по современным меркам мало для музыки. 256 — уже неплохой компромисс, а 320 килобит в секунду для MP3 — это его потолок. Или хороший VBR ACC. Такое уже сложно отличить от lossless на слух. В обычных условиях, конечно. А как понять, какой битрейт мне нужен? Слух-то разный, наушники разные. Вот тут можем дать очень дельный совет, даже алгоритм. Прям алгоритм? Прям алгоритм. 1. Берете треки, которые хорошо знаете, в lossless. FLAC, Wave, ALAC. 2. Конвертером делайте версии в Lossy MP3 или AAC с разным битрейтом. Скажем, 128, 192, 256, 320. 3. И потом садитесь и слушайте. Вслепую не обязательно. Сравнивайте с оригиналом на своей аппаратуре. 4. Ищите тот минимальный битрейт, где вы перестаете слышать разницу, или она становится такой, незначительной, что готовы простить ради экономии места. Вот это и будет ваш оптимум. Но если хочешь расслабиться и не брать в голову лишнего, лучше используй lossless или битрейт 320. Ага. Но можно не гнаться слепо за 320, а подобрать под себя при необходимости. Логично. Есть еще отличия у MP3 и AAC? Как я сказала, AAC должен быть эффективнее. Еще он официально многоканальный звук поддерживает. И частоту дискретизации выше 48 кГц, в отличие от MP3. Для Hi-Res MP3 не годится. AAC — это стандарт де-факто у Apple. В iTunes Store, в Apple Music. Угу. А файлы тоже с расширением M4A, как ALAC? Да, тоже часто .m4a. Ну и не забываем про другие форматы: DTS, AAC3, Dolby Digital. Али тоже Lossy, но для кино.
для сараунда. Понятно. Lossless для качества, Lossy для экономии. А есть что-то особенное? MQA, DSD, в чем их смысл? Это уже больше аудиофильская история. MQA – Master Quality Authenticated. Технология довольно спорная. Обещает качество студийного мастера в сравнительно небольшом файле. Фишка в том, что MQA-файлы можно проигрывать на любом устройстве, но на совместимом ЦАП они раскрываются, декодируются до более высокого разрешения, вплоть до 24 бит на 192 кГц. А почему спорная? Потому что непонятно, можно ли считать ее lossless. Технически нет. MQA использует собственный метод сворачивания высокочастотных данных в нижние биты, что делает его частично lossy. Некоторые измерения показывают, что базовая часть сигнала сохраняет около 17 бит эквивалентной точности. При этом объем файла примерно на 30-50% меньше, чем у FLAC. И это удобно для аудиофильского стриминга. А можно взять флаг и конвертировать в MQA, чтобы улучшить звук? Нет. MQA — это закрытая система от записи до воспроизведения. Кодирование делает только лицензированный энкодер, а декодирование в 2 этапа — программное разворачивание и аппаратное дораскрытие в MQA ЦАП. Однако такие фильтры тоже имеют свои недостатки. Подробнее почитать про технологию MQA и о звоне фильтров можно по ссылкам в описании. А DSD звучит еще таинственнее. DSD — это Direct Stream Digital, вообще другой принцип кодирования звука. Не PCM, как WAV, FLAC, MP3, а однобитная модуляция с очень высокой частотой. И зачем это? Идея в том, что такой цифровой сигнал должен проще, чище преобразовываться в аналоговый в ЦАПах. Файл формата DSF, он с метаданными дружит, и DFF может быть сжат по размеру lossless. Но с поддержкой метаданных проблемы. Еще есть образы SACD-дисков, файлы с расширением имени .ISO. Но все они огромные. DSD — это ниша для ценителей. Нужен специальный ЦАП. Или чтобы играть DSF, DFF файлы на традиционном ЦАПе или смартфоне, можно преобразовать их во FLAC, WAV и прочие форматы. Некоторые плееры делают это на лету, но из-за реального времени конвертации могут ограничения по сложности алгоритмов, используемых для этого. Но можно сделать это заранее, не торопясь, с помощью качественного аудиоконвертера. Можно. Предварительная обработка не имеет ограничений по сложности алгоритмов конвертации, поскольку не надо успевать за выводом звука. Результат зависит от записи, того, насколько хорошо сделан аудиоконвертер, предпочтений и звукового опыта слушателя. Даст ли это слышимые различия в звуке? Даст ли это ощутимую разницу именно для вас, можете сами проверить, и только на практике. Пробуйте различные аудиоплееры и аудиоконвертеры, различные их режимы, сравнивайте звук в тихих, громких местах, на тарелках, гитарах, фортепиано, духовых, медных и деревянных. Юрий Корзунов, разработчик AUI-конвертера, говорит: мы в Audiophile Inventory часто встречаемся с вопросом, какой режим конвертера дает наилучший звук. Здесь много факторов, нет универсального решения. Но мы сократили набор опций до минимума. Оставили только те, которые, исходя из нашего опыта, стоят вашего времени, чтобы попробовать и сравнить. Ссылки на видео о том, как конвертировать DSD, FLAC, WAV и не наоборот в DSF, DFF, есть в описании. Так, с форматами на диске вроде понятно. Но ведь сейчас многие без проводов слушают. Bluetooth. Там тоже свои фокусы с качеством. Еще какие. И это супер важный момент, который часто упускают. Можно хранить идеальный флаг на телефоне. Но если он идет на наушники через Bluetooth, это уже не lossless. Bluetooth всегда использует свои кодеки для сжатия. Но если вы будете играть MP3 вместо флаг, то к потерям Bluetooth добавите потери формата аудиофайла.
То есть еще один слой кодирования. И какие там главные? Ну, базовые, которые есть везде, это SBC. Он для совместимости, можно сказать, базовый. Есть и другие кодеки. Например? Например, AAC. Его Apple любит. Качество хорошее, сравнимо с приличным MP3 AAC файлом. AAC может быть чуть более ресурсоемким для некоторых Android-устройств, но на современных чипах разницы обычно незаметна. А еще? Потом Aptix. Это целое семейство от Qualcomm. Просто Aptix уже неплохо, близко к CD. Aptix HD еще лучше, до 24 бит 48 кГц. Формально 24 бит, но из-за сжатия реальная точность ниже. Есть Aptix Low Latency для игр видео, чтобы задержку звука от изображения уменьшить, и Aptix Adaptive, он подстраивается под условия связи. А что-то еще круче есть? Есть LDAC от Sony. Он тянет Hi-Res в 24 бита 96 кГц. Битрейт до 990 кбит в секунду. Звучит круто. Но важно понимать, даже на максимальном битрейте это все равно сжатие с потерями. Очень качественное, но с потерями. Понятно. И вот самый новый aptX Lossless. Он обещает передавать CD-качество 16 бит 44,1 кГц, без потерь по Bluetooth. Это прорыв, но нужна поддержка и в телефоне, и в наушниках. Ну и другие есть. LHDC и его вариант LLAC предлагают передачу до 24 бит 96-192 кГц. Встречаются нечасто. LC3 – кодек Bluetooth LE аудио стандарта. Оптимизирован для стабильности и энергоэффективности, а не для Hi-Res. Нужно помнить, что могут быть особенности реализации кодеков и сочетания параметров в разных режимах. И не все так идеально, как может показаться без погружения в предмет. Подождите. То есть выбор Bluetooth кодека не менее важен, чем выбор формата файла? И нужно, чтобы и телефон, и наушники один и тот же кодек умели? Именно так. Абсолютно. Если телефон может LDAC, а наушники только SBC, то звук пойдет по SBC. Все преимущества LDAC коту под хвост. Вот террас. Поэтому, когда выбираем беспроводные уши или колонку, надо смотреть, какие кодеки они поддерживают и какие поддерживает телефон. Это всегда компромисс. Качество – LDAC, Aptix HD, Lossless или задержка – Aptix LL, Adaptive или просто совместимость – AAC, SBC. Фу, картина проясняется, но и усложняется. Формат файла, кодек сжатия, Bluetooth кодек. А что еще влияет на звук, кроме файла и передачи? Ой, много чего. Файл — это только часть мозаики. Качество самой записи, сведения, мастеринга. Если исходник плохой, никакой флаг не спасет. И плеер, которым слушаем, тоже важен. Да, программы могут по-разному обрабатывать поток через разные аудиосистемы. Direct Sound, Wasapi, ICO и так далее. И это тоже влияет на результат. И, конечно, железо. ЦАП, чуфроаналоговый преобразователь, усилитель и сами наушники или колонки. Стоит ослабнуть одному звену, и вся система теряет смысл. Но начинается все с комнаты, где вы слушаете. Кстати, любопытный факт. Слышал от концертного звукорежиссера, что на природе Open Air проще добиться чистого звучания, меньше отражения от стен. Но там сложнее контролировать низкие частоты и равномерность звука по площади. С другой стороны, нужно обеспечить достаточную мощность и направленность, чтобы звук дошел до слушателя. Не для каждой бытовой акустики это реально. Да. Например, можно выбрать между PCM и DSD или поэкспериментировать с частотой дискретизации и разрядностью. Иногда это помогает лучше согласовать сигнал с вашим ЦАП или другим проигрывающим устройством. И в итоге искажений, доходящих до слушателя, может быть меньше. Я вот сейчас подумал, что со своим аудиоконвертером в большинстве случаев вам не нужно искать файл с нужной частотой и разрядностью. Или покупать что-то дополнительно, просто подстраивайте под свое оборудование или плеер. И в итоге просто экономите свое время. Да, вся система важна, а не только формат сам по себе. Хорошо. Теорию, форматы, кодеки разобрали. Давайте теперь практику.
Есть алгоритм выбора формата аудиофайла, да? Как человеку решить-то? Да, давайте попробуем. Задаем себе вопросы. Что главное? Бескомпромиссное качество. Допустим, да. Тогда идем в lossless. Дальше вопрос. Вы в экосистеме Apple? Если да, то тогда ваш выбор ALAC в контейнере M4A сжат без потерь, AIFF не сжатый. Флэг в экосистеме Apple воспроизводится не напрямую, потребуется дополнительный плеер. А если не Apple? Тогда флэг ваш основной вариант. Универсально, качественно, удобно. Хорошо. А если я музыку не просто слушаю, а делаю, редактирую? Тогда, скорее всего, не сжатые Wave или AIFF будут удобнее в работе. А если DSD интересует? Тогда ищем DSF или рипы с SACD ISO. И нужен совместимый ЦАП, конечно. Если такого ЦАПа нет, и если есть нужная музыка только в DSD, то конвертируйте ее во флаг. При конвертации в PCM флаг возможна разница в восприятии, зависящая от программы конвертера аудиофайлов. А какой конвертер выбрать? В какую частоту дискретизации и битовую глубину конвертировать? Здесь критерий только чувствительность вашего слуха на каждой конкретной аппаратуре. Окей. А если на первый вопрос ответ был «нет», если важнее минимальный размер файла? Тогда смотрим в сторону лосси форматов. Рекомендуется AAC или MP3, но с хорошим битрейтом 256 килобит в секунду или выше. А можно VBR? Переменный битрейт. Верно. И проведите тот самый тест битрейта на слух, чтобы найти свой порог развлечения с оригинальным lossless. Если есть возможность, то выбираем AAC, поскольку ожидаем, что будет чуть лучше MP3 при равном битрейте. Да у него и выбор разрешений аудио побольше. А если выбираем звук для кино? Для кино ищем многоканальные форматы. Лучшее качество – lossless, Dolby True HD, DTS HD Master Audio. Попроще или для совместимости лосси – DTS AC3 и AAC. А если в машину? На флешку или CD? Смотрим инструкцию к магнитоле. Если умеет флэг или WAV – отлично. Если нет – качественный MP3 или AAC. И последний пункт. И последний, но очень важный. Bluetooth. Проверяем, чтобы и телефон, и наушники или колонка поддерживали кодек, нацеленный на качество звука. AAC, aptX, LDAC и так далее. И чтобы он был включен. Если оба устройства поддерживают один и тот же кодек, убедитесь, что он активен, потому что иногда по умолчанию выбирается SBC. Вот. Это уже похоже на понятный план. Определяем цель, смотрим на устройство, выбираем формат и про Bluetooth не забываем. Отлично! Ну что ж, какой главный вывод? Что в сухом остатке? А вывод простой. Нет одного самого лучшего формата для всех. Выбор — это всегда баланс. Качество, размер файла, совместимость. Да, универсальной таблетки нет. Слушать классную систему с плохим MP3 тоже обидно. Или терять качество еще и на формате файлов, если слушаешь через Bluetooth. Осознанность – вот ключ. И еще. Операционная система сама по себе на звук не влияет? Windows, macOS, iOS, Android. Сама OS нет. Влияют драйверы, плеер, железо, настройки всего этого. OS может накладывать ограничения. Например, iOS не дружит с aptX и LDAC. Вот вам и ограничения для беспроводного звука. И, знаете, раз мы итоги подводим, можно мысль для размышления? Давай. Столько говорим про форматы, битрейт и кодеки. А как сильно на наше реальное восприятие влияют условия? Шум улицы, гул в транспорте, разговоры вокруг. Не съедают ли они ту самую разницу между lossless и хорошим лосси, за который мы боремся? Интересный поворот. Может, иногда контекст, где мы слушаем, важнее самого файла. Это не значит, что нужно забыть про качество, нет. Но повод задуматься о разумной достаточности, что ли, в разных ситуациях. Действительно, есть над чем подумать. Что ж,
Надеюсь, наш сегодняшний разбор помог немного распутать этот клубок аудиоформатов. И теперь выбор между FLAC и MP3 или кодеком для Bluetooth будет более осознанным. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, задавайте вопросы, делитесь своими мыслями и опытом в комментариях. Они помогают нам создавать новый контент. Подпишитесь на наш канал. И, если было интересно, поделитесь ссылкой на это видео с друзьями. Читайте статьи на нашем сайте и смотрите видео, касающиеся нашего сегодняшнего разговора. Ссылки в описании. До новых встреч, друзья! И пусть ваш звук всегда будет безупречным.